Здравствуйте, меня зовут Рубен Попян. Добро пожаловать в Рубен Попян ТВ. Это второй эпизод. Прошлая тема была введение. Название сегодняшней темы – начало. Я хочу вам рассказать о том, как появился этот мир. Все, что я буду говорить, будет звучать, возможно, для многих просто как фантазия, размышления. Так вот, все мысли, вся эволюция человечества основывается исключительно на фантазиях и размышлениях. И эти фантазии через некоторое время превращаются в реальность в очень скором будущем. Просто неинтересное прошлое. Началось это достаточно давно. Когда еще Земля не была Землей, в нашем понимании. Это просто была молодая планета, не сформированная. Находилась она в Солнечной системе. А рядом находилась другая планета, которая называлась Марс. Она тогда не называлась Марс, это мы ее так называем. И вот на этом Марсе цвела жизнь. Я не буду сейчас рассказывать, как она попала туда, но она туда попала. Это жизнь. Это было настолько давно, что орбиты планет не были такими, какие они сейчас. Небольшая разница была. И Солнце тоже было немножко другим. И атмосфера тоже была другой. Все было немножко другим. Но вот это немножко было достаточно, чтобы на планете Марс возможно было зарождение жизни. Под понятием зарождения я не хочу сказать, что это было просто с дуру. Что-то с чем-то соединилось, и жизнь зародилась. Жизнь так не зарождается. Для жизни необходимы семена жизни. И эти семена были занесены. На сегодняшний день Марс, мы сами знаем уже с вами, это красная, неживая, тоже вопрос, планета. Почему же так получилось? Получилось это потому, что в течение экспериментов, проводимых с расой на Марсе, происходили эволюционные процессы, характерные именно для этой планеты и именно для этой биологии. Это та часть, которую ни одни родители, породившие своего ребенка, не в состоянии контролировать. Поэтому ребенок любого родителя, возможно, похож на него, но это другое существо. А очень даже возможно, как раз наоборот, становится полной противоположностью своего родителя. Так вот, представьте, вот эти дети, эта цивилизация на Марсе была своеобразной. И эмоциональный спектр этой цивилизации был не запланирован. Агрессия, уничтожение, доминация стали основными движущими эмоциями этой расы. Причем, обратите внимание, все эти эмоции крайне конструктивно-деструктивны. Что я хочу сказать? У тебя есть стимул, но ты достигаешь своей цели путем уничтожения. Но стимул огромный. И вот прошло определенное количество времени. Были и революции, были и духовные революции. Было и частичное уничтожение, снова восстановление жизни. Но этой расе пришел конец. Под понятием «конец» не значит, что она была уничтожена. Она и сейчас существует. Очень небольшая раса. Но ей не дали возможности выйти в космос. Ну, просто потому, что это было очень опасно. Космос – это не пустое пространство. Космос – это как раз то окружение, та атмосфера, где все зарождается. И любые подобные дисбалансы в космосе влияют абсолютно на весь космос. Поэтому крайне важно, чтобы все было в балансе. Марсианская раса не была уничтожена, ее просто остановили. И не дали возможность выйти, не дали возможность войти в Федерацию.
Существует такая космическая, ну, не могу сказать космическая, но, по крайней мере, она даже не галактическая, она чисто галактическая федерация. Галактика слишком большая для этого. Откуда появилась тогда наша Земля? Земля стояла как возможный потенциал. Как возможный потенциал. В момент высокоразвитой эволюции Марса, когда марсианская раса, цивилизация, так же как мы сейчас, уже рассматривали Землю как лакомый возможный кусочек, так же как мы сейчас, обратите внимание. Вот в этот момент и была остановлена эволюция на Марсе. Именно чтобы не сожрать вот эту симпатичную планету под названием Земля. И родители начали весь процесс снова. Изначально основываясь на эволюции, ошибках, не могу сказать ошибках, но опыте эволюции на Марсе. Земля стала обрабатываться. Она не была такой. Выстроились пирамиды изначально. Для чего они нужны? Ну, вы сами понимаете, что эта форма, она влияет на расщепление сигнала в первую очередь. Ну, обычная призма. Цветовой сигнал проходит через нее и получается спектр. Точно так же работает не в световом спектре. Необходимы были формы, вследствие чего Земля, планета или атмосфера снабжалась, пополнялась в определенной энергией. Ну, а потом нужна еще и биологическая энергия. Так вот, для пополнения биологической энергии, вот этой атмосферы нашей, необходим биологический организм. И чем больше, тем лучше. Не только в массовости, но и в большом количестве. Вот и появились на этой планете динозавры. То есть достаточно большие, очень большие по своим размерам биологические организмы. Смысл их появления был именно жить. Жить и производить. Вот жить и производить биологию, чтобы подготовить планету к следующему эволюционному периоду. Все, что я рассказываю, очень коротко. На самом деле мы говорим о огромном количестве времени, посвященном, ну, хотя бы вот этому этапу появления биологии на Земле. Ведь разговор идет не о целой Земле, сначала ее маленькой части. Но пришло время, и вот эти большие организмы, исполнившие свою функцию, должны были перестать существовать. Ну, чтобы дать место следующей эволюции жизни. Ни с того ни с сего не исчезли. Есть, конечно, мнение, что динозавры исчезли вследствие падения какого-то метеорита. Очень даже возможно. Но почему-то этот метеорит упал один раз. Вот один единственный метеорит когда-то, миллионы лет назад, вдруг решил залететь на нашу планету. Вот после этого в огромном количестве метеоритов, астероидов и комет, которые летают вокруг и бомбардируют нашу планету постоянно, но ни одного метеорита не нашлось, который залетел бы и сделал бы то же самое. Нет, это не метеорит, который уничтожил. Может быть, он и был. Уничтожил динозавров на самый обычный вирус. Зачем же мучиться? Точно такая же эпидемия, подобная эпидемия, которая была в начале века, была вызвана и там. И как результат погибли вот эти здоровые организмы. В следующем эпизоде я вам расскажу, как эволюция шла дальше и что заменило динозавров.